Я общался с Алексеем близко, с первого дня до освобождения. Мы дали руку, что отомстим этим тварям, которые все устроили. Я от своих обещаний не отказываюсь. Дело за вами, и они не должны уйти от ответственности. Автор этой записки успел благополучно покинуть Россию, когда окольными путями она дошла до нас. В ней в многоточиях скрыто имя Алексея Навального. С ним в одной колонии города Покров Владимирской области они бок о бок вместе в одном отряде сидели с первого дня. И вот теперь о том, что творится за решеткой в действительности вокруг главного политзаключенного. Прежде от политики далекий, его товарищ по несчастью хочет поведать нам. Мы не знаем пока, кто стоит за этой запиской на самом деле и каковы его мотивы. Мы лишь знаем, что этот человек готов к встрече. Думаю, все это можно сделать в Грузии. Но я не знаю, спросите у Алексея, если ничего не изменилось, и Алексей не сдался за эти 2 месяца. Я готов идти до конца. Алло, мы вот приехали на то место, которое вы сказали. Хорошо, идем. Здравствуйте. Вы тот человек, ради которого мы прилетели в Грузию? Да. Почему мы с вами встречаемся сейчас в Тбилиси? Потому что я не чувствую себя в безопасности. Я считаю, что от российских спецслужб какая-то провокация будет. Вы хотите сказать, что только ради этого разговора с нами вы сейчас вынуждены скрываться в другой стране? Я не скрываюсь пока. После того, как вы вот это все опубликуете, я, конечно, даже в Грузии не останусь. Можете ли вы сказать на камеру, как вас зовут? Меня зовут Нариман, фамилия Османов. Можете ли вы показать на камеру свое лицо? Могу. Если я говорю правду, я ничего не боюсь. Вы сидели вместе с Алексеем Навальным в одной колонии, в одном отряде? Да, в одной колонии, в одном отряде. И, короче, за неделю до него нас туда поселили. Он создавался специально под Навального. Расскажите, пожалуйста, про эту подготовку подробно. Нас, весь 6-й отряд, сказали, баулы не надо, легкие вещи возьмите, короче. Никто никому ничего не говорит. Короче, сказали, что как будто прорвала воду, трубу, там это. И нас всех во 2-й отряд. Там человек 50, наверное, у нас было сколько? 45-50. Короче, в этом 2-м отряде мы сутки. Там только что покрашено, там это, в порядок приводили в спешке. На следующий день построили всех, и опер сказал, этот, назвал фамилии. Остаются остальные быстро на выход. И все, и больше не дали нам соприкасаться. Был такой кастинг, получается. Да, кто и там попадет в отряд, специально создаваемый под Навального? отдельный отряд на 3-й линейке, где ни с кем ты не сталкиваешься. Последний идешь в столовую. Мы идем все отворачиваются, как от прокаженных. Нельзя. Это негласные эти установки. Руки с карманов вытащите. Вы остались в этом 2-м отряде? Мы остались, и с каждым, естественно же, беседа же проводится. Мне спросил оперативник, говорит, Нариман, ты знаешь, почему ты остался здесь? Я говорю, наверное, Навального сюда приведут. Вот он входит, он кто? С ним можно общаться, он прокаженный. Все знали, что не надо общаться. Они все были проинструктированы. Каждого отдельности полностью отсекают общение. Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Это нечто вроде китайского трудового лагеря, где все ходят строем и все утыкано видеокамерами. Постоянный контроль, культ доносительства. Эта красная зона действительно одна из самых жестких. Они травили основную массу. Чтобы руками массы его загнобить, да. Ему сделали полную изоляцию, да. И мы, заодно, естественно, страдали вместе с ним. Психически я даже до сих пор не восстановился, если честно.
В этой истории не только у журналиста сразу возникнет масса сомнений и вопросов, начиная с самого очевидного. Тот ли это вообще человек, за кого он сам себя выдает? И почему то, о чем он нам расскажет сегодня, о своей жизни за решеткой, не сообщал сам Навальный? С какой стати верить этим рассказам? Из тех немногих, кто прошел Покровскую колонию, недавно освободился и готов об этом общаться, мы вышли на осужденного по московскому делу Константина Котова. Сейчас он здесь, в Москве, работает в фонде в защиту заключенных и, возможно, даст нам ответ на вопрос, кто это. Да, я его знаю. Это Нариман Османов. Я с ним провел много месяцев вместе в одном отряде ВК-2 города Покров. Оказалось, что он вышел в 2021 году из колонии, и его сразу задержали сотрудники Министерства внутренних дел и поместили в специальное учреждение для депортируемых лиц. Он гражданин Азербайджана, и пребывание его на территории России признали нежелательным. Сидел он за что, по какой статье? Он сидел за кражу. Вот. Согласно справке, выданной начальником ФКУ, исправительной колонии ФКУ 2 Владимирской 2. области. Вот. Османов Нариман освобожден из мест лишения свободы 15 июня. Вы отсидели сколько в Покрове? 1,5 года. Вы не знали, кто такой Навальный? Вообще Как не знал. можно жить в России и не знать, кто такой Навальный? Ну как, я не знал, я в 2015 году приехал. Из Азербайджана в Россию? Да, я вообще не интересовался этой политикой. И вот его привезли, и вы впервые увидели какого-то Навального. Да. Он пришел, руку дал, я Алексей, я Нариман, все, познакомились. Мы первый день, когда сели на кухне чай пить, и он что-то хотел у меня спросить, я ему ногой вот так вот из-под стола. Ну, я говорю, не надо. Потом он ко мне подошел, говорит, где здесь безопасное место? Я говорю, где подтягиваешься? Спорт это. Там, говорю, что нужно, там поговорим. И мы ходим и разговариваем. А хорошо, маски есть еще, не надо. С каждого окна наблюдают, допустим. Ну, я шел и говорил, допустим, 9-9, потом там 4-5. Он раз, он же сидит, что-то делает, и раз запишет. Номер телефона на воле, когда вы уже освободитесь. Да. Что вас так с Алексеем друг с другом сблизило? Почему вы стали такими товарищами? Просто как человек. Я сам туда попал, вот чисто как человек. Не кажется ли тебе странным, что ценою своего отъезда из страны человек вдруг далекий прежде от всей политической истории лезет вот в ситуацию с Навальным и так рискует? С одной стороны, да, с другой стороны, когда мы с ним были в колонии, видно было, что этот человек, он держался всегда обособленно, и он не поддавался на давление, которое, естественно, испытывали мы все, те, кто находился в Покрове. То есть видно, что у него есть какой-то стержень. В этой записке он пишет: мы с Алексеем договорились, что отомстим этим людям. У слова, данного в тюрьме, другой вес? Конечно, когда ты находишься в таких вот стесненных обстоятельствах, когда против тебя вся система, особую роль играют вот такие вот отношения. Когда ты даешь слово в тюрьме, ты обязан его выполнить. Я его поддерживаю. Поддерживаю в том плане, чтобы не только во Владимирской области, а вообще, чтобы нигде вот такого беспредела, такого бардака не было. Потому что нету ни в каком законе прописано, чтобы в 21 веке люди должны жить как в концлагере. А вы не преувеличиваете, когда говорите, что это концлагерь? Конечно, нет. Это режимное учреждение, во-первых, которое соответствует всем бытовым условиям содержания осужденных. Жалоб на условия содержания никаких нету. При общении с Навальным также, в общем-то, все было нормально, и чисто, уютно, красиво, тепло. Причем мы смотрим и микроклимат проверяем также. А мы пройдем. С прибытием сюда Навального, вон там, предположительно, в дальнем бараке, его отряд, все знают про эту колонию, что, во-первых, она красная на тюремном жаргоне, то есть заправляют здесь не воровские понятия, а начальство, и, во-вторых, образцово-показательная, ну, с точки зрения ФСИН. Но даже в самой особой колонии с ее самым особым отрядом, как выясняется, процветают тюремные касты.
И это удобно. Если какое неприятное поручение, то люди в погонах как бы и ни при чем. Напомним, что в тюремном мире существуют так называемые мужики. Это обычные зэки, никак не связанные с администрацией. Таких в отряде Навального немного. Во-вторых, так называемые козлы, то есть зэки-активисты, состоящие в сговоре с администрацией. Ну и в-третьих, петухи, опущенные, угловые, эту самую низшую касту, еще со времен ГУЛАГа, в основе ее были гомосексуалисты, называют по-разному, но суть в том, что для простого зэка ничего позорнее этих вот прокаженных не существует. И именно угловым так и это, как рассказывают нам отсидевшие с ним заключенные, и пытались выставить осужденного Навального. Алексей рассказывает, что вот львиную часть всего времени у вас в отряде занимала так называемая, в кавычках, воспитательная беседа. Что это за лекции такие? Ну, что в голову бредет про пожарную безопасность или про условно-досрочное освобождение. Могли бы одну и ту же лекцию, допустим, показывать 10 раз. У нас нет никаких сомнений в том, что на отдыхе, в компании или клубе вы не раз получали предложение попробовать какое-либо вещество или средство. Еще более обычным и нормальным для каждого из нас является предложение выпить. А о Навальном лекции тоже были? Когда его не было, он был в этом, когда с голодовкой в больнице. Тогда Михалкин, да, и Шуралев целыми днями пропадали в библиотеке. Какой-то фильм делали. И сказали, сегодня посмотрим, вот какой он это. Уже приближалось время, когда он должен приехать. Нам сказали, короче, 12 часов, но бывает и есть лекции, которые 100% должен посмотреть каждый зэк. И все, вот предупреждают, вот 12 часов будет лекция. Всем полностью, без исключения, любому зэку должен сесть в КВР-ке, да, и посмотреть эту лекцию. И также вот эту лекцию прогоняют по всему учреждению. Там суть в том, что он нетрадиционной ориентации, там с кем-то здоровается. Он потом показывали секс-сцены какие-то, мужиков. То, что это его соратники. Они подгоняли чисто под тюремное это, то, что... Что Навальный тоже гей. Ну, или гей, или даже с той касты. Как там Навальный там, с каким-то геем там, что-то там фотографировался в обнимку. Там. Потом этого пацана, там, гея, показывали фотографии. Короче, там, неприемлемые. Просто какую-то порнографию вставили. Да. Это глаза закрыты, короче, на кровати, 2 мужика. И в день его рождения, после отбоя его завели. В день рождения его. То есть он будет находиться в изоляции не только потому, что администрация так сказала, что она запугала других осужденных, а потому что они будут считать его, непорядочным арестантом. То есть, если федеральный телек давит на то, что Навальный фашист... Маленький, проворовавшийся кировский чиновник оскорбил ветерана войны, то тюремный обращается, соответственно, к запросам тюремной же аудитории, объясняет, что он гей. Да, потому что тема половых отношений, но это такая тема в тюрьме табуированная. Когда я первый раз общался с ним, да, он тогда вопрос мне задал, что он поднимется в отряд и как там будет. Я тогда сказал, что будет все нормально. Навальный личность-то все-таки известная, да, и если, допустим, чтобы вот именно с ним делать такие вещи, я не думаю, это просто, мне кажется, чисто разговоры. Я просто знаю по последней информации, что все у него вроде нормально, все хорошо. Потом сделали щиток, это ждали, когда его второе возвращение с больницы. Сделали щиток вот такой, там, вешается грамоты за шахматы туда-сюда, но это всю показуху делали, как будто кто-то играет в шахматы. Петухов 2 наклеили, мол, это Петушинский район. Но это же тюрьма. И под ними, под одним Навального, вот такой портрет с красной полосой, под другой вот этого углового. Это что, одинаковые люди. Смысл это такой. А петухи на тюремном жаргоне это? Это пидорас, да, короче, опущенный. Я не верю в случайности. Я думаю, что это колония, специальная колония номер 2 в Покрове, в Петушинском районе, недалеко от Петушков. То есть некая давняя такая шутка в СИН. Естественно, удобнее с помощью, что называется, коллектива, да, давить на самую низшую касту. Кто-то должен туалет мыть, никто не хочет очком мыть. Это все угловые делают. Они со своими мисками ходят, со своими мисками приходят, отдельно сидят. У них еда, бачок отдельно, все отдельно. Никто ему не подаст даже руки, никто ему ни в чем не поможет.
То есть, и у него единственный останется друг – это администрация. Только к сотрудникам он сможет подойти с какой-то просьбой, с просьбой о помощи. Вот, наверное, именно этого они добиваются. Ну что, он первые 3 дня вообще он не спал после больницы. Почему? Ну, не давали ему спать. Он лег, специально опять подготовились под него. Привезли таких людей, которые... Для него ничего святого нет, угловой он, блин. Его рядом с ним положили. А нельзя рядом с угловым. Тот спать хочет, тот на нервах им играет, разные звуки издавать. Потом начал, анонизмом заниматься. Он аж ногой вот так вот, говорит, вы что, говорит, вообще, говорит, что ли, офигели, блин? Вы что делаете, блин? Всю ночь, блин, кто-то возле тебя отрыгивает специально, блин. Отрыгивает, плюет, там, это, чтобы ты не заснул, это. Какой ты будешь? Вот эти какие-то люди, которые занимались анонизмом, какие-то угловые, какие-то попытки спровоцировать драку. Это происходило ежедневно? Практически, да. Это реальное издевательство. Специально ему это сделали после больницы, чтобы он уже остепенился. Кто им не преклоняется, у них у всех такая цель стоит. Сломать человека? Да. И все эти кричали, рано или поздно тебя тоже сломают. Но вот таких случаев и вот такого что-то близко. Я вот, например, сколько я как бы нахожусь в ВНК, такого вот не видел. И таких вот обращений не было. Как вы можете доказать, что к этим провокациям имело отношение руководство колонии? А что это доказывать? Потом он уходил к адвокату, приходил опера, там это. Эти им рассказывали, и каждый хвалился, как он, обидел или как что-то сделал. При вас это было? Конечно. Похожие методы я испытал на себе. Ну вот, например, история, когда другой осужденный, наделал мне кучу на мою кровать, когда я спал. Как я потом узнал, это было именно по заданию администрации колонии, оперативного отдела. И таких моментов было много. То есть какие-то офицеры дают задание испражниться к другому зэку в кровать? Да. Потом показали и сказали, смотри, кот, у нас что есть на тебе. Так что свой рот не открывай, где не нужно. И это не выплывет. А если выплывет в лагерь, сам понимаешь, как будут к тебе относиться. И что ты будешь делать. Раньше моя зона славилась страшными избиениями, но теперь этого нет. Теперь зона специализируется на насилии психологическом. Тебя самого бесконечными провокациями поставят в условия, когда ты вынужден кого-то избить. А затем видеокамеры вступают в дело, и администрация возбудит против тебя новое уголовное дело по факту нападения. Что происходит? Объясните, пожалуйста, в этот момент. Вот он стоит, пьет чай. Это же не по уставу. Не по уставу, нет. Почему он так себя ведет? Потому что разозлили его и там делали так, чтобы он не мог даже чай попить. Сделали по времени. Допустим, осталось 10 минут. Он должен зайти, чайник раз выльет, этот козел. Потому что он еще вскипятит чайник, еще сделать чай, он не успеет. А время истечет? Да, время истечет, все, двери закроют. Это съемка скрытой камерой, да, которые были установлены по всему бараку? Там везде камера, там вот здесь вот камера, здесь 2 камеры, там камера, потом выходишь, там в коридоре камера, заходишь в бытовку камера. До приезда Навального было так же? Нет, нигде такого не было. Там буквально каждый сантиметр утыкан средствами наблюдения. Которые были, соответственно, закуплены, приобретены и установлены для одного заключенного. Специально даже тендер был как раз перед тем, как Алексея отправили в эту колонию о покупке систем видеонаблюдения. Вот понятно, куда они пошли. Среди него там посадили 20 человек, таких, кто могут, каждое слово его точковать, чтобы он ни одного движения не сделал так, чтобы не знал никто. Он пристал, допустим, просто хочет пройтись. Один встает вперед, один назад. На психику играют. Он сел, они садятся рядом. И у них задание, что это, говорит, наш объект. Даже, допустим, ты в 10-20 сказал «здравствуйте». 5-6 человек, как каждый услышал, так может написать вот это «здравствуйте» на листочке. Потом вечером все эти листочки сдаются в оперотдел. Даже туалет, двери открыто оставляют. Та камера, которая в умывальнике, она светит в туалет? А там по-любому один из этих угловых находится постоянно. У туалета? В туалете. Ты сидишь, он стоит. Ногой вот так, если даже сделаешь, он не уйдет. Потом тебя убьют за это. Ты садишься на очко, он сидит перед тобой вот так, на коленях, и вот так вот. 1 метр расстояния.
Разговоры со мной потом пересматривает и переслушивает вышестоящее начальство. Забавно, у нас в отряде в кабинете начальника даже установили огромный сервер, чтобы хранить эти видеозаписи. А еще забавнее то, что когда мы в суде истребуем их, чтобы доказать нарушение моих прав, нам неизменно отвечают: в результате технической поломки запись была уничтожена. Навальный один из немногих, кого навещают то и дело адвокаты. И это тоже помещение, где проходят краткосрочные свидания. Вот как эти свидания в Покрове выглядят? Перед каждым краткосрочным или длительным свиданием ты завхозом или дневальными предупрежден, что за то, что происходит в колонии, ты не должен не говорить ни слова. Только попросить либо передачку, либо денег на свой счет, поинтересоваться, как дела дома. И в отрядах бывали, и общались. Если у кого-то есть желание пообщаться с членами ОНК, такая возможность, она по закону предоставлена. Причем без сотрудников, без присутствия сотрудников. Если зэк идет на свиданку, с ним должен кто-то идти из дневальных. У нас нет возможности личного контакта, мы не можем передать никакие документы, и, возможно, нас даже слушают. Но кто с ним на свиданке будет, с человеком, тот человек не должен знать, что я, допустим, пришел с этим зэком, типа я дневальный. Я должен контролировать весь разговор. Если в случае что-то он будет говорить лишнее, подойти к окошку, скажу: выпусти меня в туалет. И все, телефонный разговор прервут, то есть вообще свидание. Там бесхребетные люди. Собраны в этом отряде? Да, пластилиновые люди, блин, собраны. Что скажет, сделай, блин, то и сделает. Даже добро было нассать на него, блин. Подойти просто и обоссать его. Он спит, ты его и обоссал, блин, и ушел. А камеры же тоже есть, блин. Потом на эту камеру сказали: Навального в этом в Покрове обоссали. И провоцируют его, чтобы он ударил кого-нибудь из них. Был момент, когда Навальный поддался на эти провокации? Провокаций нет. Он говорит: придет время, вы будете в окно убегать, говорит. Он говорит: вы что, мне угрожаете? Не, я не угрожаю. Я говорю: как вы живете? Вы, говорит: ладно, говорит, я понимаю, гадости, говорит, всем людям этим. Зачем, говорит, как вы живете? Говорит? Конфликты были, особенно в тот период, когда я объявил голодовку. Тюремному руководству это очень не нравилось, и они дали приказ активистам давить на меня. Это было довольно непростое время, и иногда происходящее действительно напоминало дурацкий стереотипный фильм о русской тюрьме. Как вот эта методология устроена? То есть невозможно представить себе, что это спускается сверху, вот давайте будем делать так, давайте там нагадим в кровать. Я думаю, это путем опыта передается. Вот ты молодой сотрудник, ты приходишь в колонию, и тебя постепенно вводят в курс дел. Как давить на осужденного, как выбивать из него какие-то показания. Это передается из уст в уста и наглядным примером. Профессия тюремщика, сотрудников СИН, она у нас потомственная. Это у нас деды воевали, это вот поколение. Парень работает, его жена работает, их родители работали, их дети будут работать. И типичный диалог практически в любой зоне, когда вот эти вот серые заборы, и где-то недалеко построены там какие-нибудь розовые, голубые, там качельки-карусельки, и детки там местный охранник или сотрудник зоны тебе всегда скажет: вы отсидите и уедете, а мы здесь навсегда. И когда нужно применить особое насилие, применяются, собственно, вот эти вот маленькие друзья администрации, да, дневальные, завхозы и прочий актив. Вас назначили дневальным, то есть вам доверили сотрудничать с тюремной администрацией. Вы, когда в этом участвовали, самому себе вопросы не задавали? Что я делаю? А у тебя нет выхода, ты не можешь не участвовать в этом. Если тебе не хватит духа подойти и сказать: я не буду в этом участвовать. Дневального спрос вдвойне. Любое, что ему скажут, что он не сделает, его за это побьют. И побьют не так, как обычного зэка. Но он не будет ходить месяца 3-4 точно на ногах. Будут черные ноги. И это больно. Если администрация пришла и сказала: вот ты будешь за этим смотреть, значит, он будет, человек, за этим смотреть. Там в одно время закидывали в КВР-ку в 6-м, допустим, отряде. Там человек 10 козлов, человека закидывали туда, приносили, швабру, подсолнечное масло и целлофановые снимай штаны, Потом куда деваться? На каждого дневального есть по-любому там несколько бумажек. Вот сейчас я вам дал интервью, да, я не знаю, может, они всплывут там, допустим. Он меня что-то вымогал там, или он меня там побил в это время за что-то. Типа, если ты рот откроешь когда-нибудь, типа, вот эти бумажки мы покажем. А какие деньги получают эти дневальные?
7, 10, 5. Сколько когда бросают им? 7-5 тысяч рублей? Да. И что, человек, готов кому-нибудь наложить в кровать или устроить какую-то пакость за эти деньги? Да. За желудок. Можно с волей, но с администрацией разговариваешь, любые там продукты, которые запрещены по ПВР, ты можешь затянуть. Неважно в каком количестве. 100-200 килограмм. Рис, макароны, там арбузы, банки. Вам что доводилось получать в Покрове? Хоть Макдональдс, хоть даже Макдональдс заказывай. Вам привозили еду из Макдональдса? Да. Обычным зэкам нет. А дневальным можно. Либо, например, они это делают ради того, чтобы выйти условно-досрочно. Большая часть людей, которые освобождаются оттуда условно-досрочно, это те люди, которые сотрудничают с администрацией. Которые, соответственно, провоцируют, доносят. Которые провоцируют, да. Потому что именно в руках администрации на самом деле находятся вот эти ключи, которые отмыкают ворота. Во всей этой истории есть еще один момент, который вызывает такие сомнения. А как вам удалось избежать и того, чтобы стать частью этой системы, ну, то есть условным дневальным козлом на тюремном жаргоне, и чтобы вас опустили, унизили, превратили в углового? У меня чуть-чуть жизненного опыта больше, чем у них. Вы избегали конфликтов, вы имеете в виду? Ну, избегал как мог, предотвращал их как-то вот так вот. Во-первых, потому что он не гражданин России. Они знали, что он будет депортирован. Они думали, что как только он уедет из России, он забудет про эту историю, ничего рассказывать не будет, и поэтому это останется в тайне. Они искали утечку информации. Вот утечка информации сидит, и я вас вообще не боюсь. То, что Навальный называет нашим дружелюбным концлагерем, в смысле прямого насилия в Покрове больше нет, с уверенностью можно говорить лишь о его втором навальновском отряде. Как мы уже поняли, полностью отгороженный, изолированный от всех остальных. Ну а что происходит в них? Чем бок о бок с Навальным живет все эти полгода сама колония? За ответом мы отправляемся из Покрова в подмосковную деревню Федурново к Дмитрию Мудриченко, который не так давно, этой зимой, освободился из Покрова и как раз готовится судиться с колонией. Вот на днях президент Путин говорил про Навального, цитата, что у него в этой колонии Покровской не самые лучшие условия, но он не один такой. И мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия. Что это за не самые лучшие условия? Условия то, что в России сейчас ставят памятники против концлагерей, возлагают венки, цветы, а в России самой создают концлагеря. Именно там, где находится Навальный. По очереди заводят в душевую каждого человека, раздевают догола, руки связывают за спиной, ноги на вытяжку связывают около лодыжек, сажают на плитку голым. Дневальные набирают воду из-под крана ведрами, не переставая, чтобы это не прекращалось. Поливают тебе на голову. Вода ледяная, она идет со скважины. Ты захлебываешься. Завхоз, либо дневальный, черенком швабры лупит тебя по пяткам и задает еще вопросы. Что с девушкой, что с родителями, кто здесь сдает, кто стучит, и все вперемешку. О пытках и избиениях в Покрове вы что-то слышали? О пытках и избиениях я не слышал. Обращений или заявлений к нам не поступало. Потом все синяки замазываются кремами, дабы человек не обращался к тем, кто приезжает с проверкой. То есть может приехать проверка, а люди стоят просто загримированные? Загримированные, да. Мы приходим и заходим. И они не знают, куда мы попросим, куда зайдем. То есть и в ШИЗО зайдем, и в ПКТ, и в отряд сходим. Мы врасплох просто их застаем. При этом предупреждены все, что к проверке не должно быть никаких вопросов. Просто дрессируют. Не должно быть никаких вопросов. Есть вопросы? Задают дневальные вопросы. На это отвечаешь, нет вопросов. Как питание, как врачи ходят. Все, что касается скажем, прав и законных интересов осужденных, мы об этом все спрашиваем. Так если люди, по их словам, запуганы? Вот если нам, допустим, они не скажут, вот как мы можем знать об этом? Почему они, допустим, идут к журналистам, а лучше бы, допустим, пришли бы и нам такие факты сказали? Вообще, по закону, такие ОНК, общественные избирательные комиссии, действуют в каждом из регионов страны. Но вот говоря про Владимирскую комиссию, стоит отметить два примечательных факта. Во-первых, за весь прошлый год, как пишут владимирские же СМИ, члены местной комиссии не обнаружили
в тюрьмах, колониях Владимирской области ни одного нарушения. Ну и, во-вторых, объясняется это, возможно, тем, что на 2/3 в составе этой комиссии выходцы либо из полиции, либо из самого ФСИНа. Люди, которые пришли в ОНК из системы ФСИН, во-первых, имеют позицию, да, свою определенную социальную, то, чтобы помочь людям. И получается, что эти люди будут выгораживать своих бывших коллег? Второй момент, почему мы не можем посмотреть с той стороны, что, зная изнутри работу, они могут сделать общественную работу более качественной. В ходе визита члены общественной наблюдательной комиссии пообщались с осужденными. Никаких жалоб и замечаний от них не поступало. А иначе будут бить. Но ведь смотрите, всего через несколько месяцев в колонию прибывает заключенный, благодаря которому теперь все о ней говорят. И он, Навальный, пишет: Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел. Все как бы от него скрывается. Там подсадили людей, которые должны молчать, которые живут по правилам, которые мы им сказали. Находятся при нем. Такая тюрьма в тюрьме. Тюрьма в тюрьме. Потому что это же не просто отдельно стоящие бараки. А вокруг отдельно стоящих бараков, любого барака, есть так называемая локалка, да, локальная зона. И заключенный может находиться только в ней, в этой локальной зоне. Он не может перейти из барака в барак. Здесь все ходится только вот отрядом или с разрешения. Они в любом случае друг от друга изолированы. Когда Навальный приехал, один Навальный просто открыл карточку Ионов. Он открыл и посмотрел, с какого он года, там, какая статья у него. Вот. Его привели за это и побили. А второй был парикмахер, который Навального стриг. Навальный что-то спросил у него, для чего ты пишешь. А там парикмахер постоянно фамилию записывает, кого постриг. Для отчета. И он объяснил Навальному, что он, для чего он записывает фамилию. Вот. И за это, что он информацию какую-то дал Навальному, даже вот такую пустяковую, его тоже побили за это. И сказали, кто за Навального будет разговаривать, тот получит. Любой момент. Бьют в колонии номер 2, по воспоминаниям бывших сидельцев, в так называемой пресс-хате, то есть там, где ослушавшихся дословно прессуют пытками и избиениями. Термин не только для Покрова, но и для всей системы ФСИН, как мы знаем теперь, после недавних разоблачений, общеупотребимый. Вот свежий пример. В марийских колониях пресс-хатой называют в шутку, но официально, модель соковыжималок, выпускаемых местными зэками. В Покрове, по утверждению освободившихся, пресс-хата – это отряд номер 8. Вот он, а вот на максимальном удалении Навальновский. Вы слышали что-то о так называемой пресс-хате, пресс-отряде в колонии Покрова? Покрова первый раз вот об этом слышу. Я никогда не слышал. Традиция эта очень давняя. Вообще она идет сначала из СИЗО. Соответственно, в пресс-хату помещают человека, которого создают, собственно, сами будущие завхозы, будущие дневальные, то есть люди, сотрудничающие с администрацией, создают какие-то невыносимые совершенно условия быта. Чаще всего это нужно для следствия, чтобы сознался, чтобы дал показания на других. Когда приезжают опер, ФСИН или ФСБ и говорят: так, мне нужны показания там на Иванова, Петрова, Сидорова. И люди просто соглашаются, чтобы не чувствовать швабры в заднем проходе. Да? Но получается, что все люди, сидящие с Навальным в этом отряде, они прекрасно понимают, что находятся в театре. Они-то видели совершенно другое. Все сделано именно под Навального. Еду лучше сделали. Нас вели последними, нам отбирали вот такие рыбы, ставили. С его приходом баню сделали 2 раза. Никто никогда не ходил в парикмахерскую стричься. У нас перед баней, кому нужно постричься, это все показуха. Им повезло, я вам скажу, что они с ним сидят. Они избежали всех издевательств, пыток. Через это происходил каждый осужденный. Вот Навальный очень рвался изменить все в России. Как видим, у него пока не очень получилось. А может ли он изменить то, что творится в отдельно взятой колонии? Он поменяет только то, что происходит на его отряде. Те люди, которые находятся с ним на отряде, будут себя намного чувствовать лучше, чем другие люди, которые находятся на других отрядах. Сейчас люди освобождаются, там тоже пишут, я общаюсь, и также избиения, и также репрессии, все происходит, все то же самое. До его прихода за 1 день все вот эти, которые на вторую линейку смотрят, форточки,
Даже форточки на шурупы посадили бы. Посадили на шурупы, чтобы? Ну, чтобы никто ничего не мог сказать. Мне все сложнее оценивать, что там на самом деле происходит у вас за пределами моей камеры. Сейчас у меня есть только телевизор, к которому нет пульта, и все кнопки на котором, включая кнопку «Громкость», заблокированы так, что показывают только канал «Культура». 1 час в день. По сообщениям же от самой Покровской колонии, в ней все продолжает идти своим чередом, притом с насыщенной культурной жизнью. Викторины, гастроли областного драмтеатра, конкурсы «Мисс ФСИН» для сотрудниц. Поделиться с девочками настроением своим, женской своей энергией. И фестиваль патриотического рэпа для сотрудников. Ну а для заключенных – кружки. Вот, например, одна из недавних акций «Подари детям на воле аудиокнигу». При непосредственном участии представителей кружков журналистики, сценического и вокально-инструментального искусства была организована запись сказок. Из любой зоны делается образцово-показательное, ну, где-то за день, да. То есть это цветники, клумбы, линеечка, чистота в столовой. И самое главное, заключенные, к которым можно прийти с любой проверкой, любой человек. И они скажут спасибо родному государству и нашему любимому начальнику за наше процветание, прекрасные условия. С инспекцией сразу в несколько колоний Владимирской области приехали член Общественной палаты Мария Бутина и журналист Кирилл Вышинский. Вот я. Это вот вы справа второй. Да. Вас как-то дрессировали? Конечно, дрессировали. Мол, никакие вопросы, ничего лишнего, никто ничего не говорит. Просто стоять, как эти истуканы, и все. Вы писали, что у вас есть... Презираю. Зачем вы презираете лично? Что плохого вам сделал? Я здесь нахожусь как член общественной палаты. Это 6-я колония, в которой я нахожусь. Я не представитель обслуги. Почему они нас не снимают? Мы тоже, допустим, арестанты, стоим. Хоть одного хотя бы спросили бы, может, у кого-то что-то болит, или кому-то что-то, может, нужно, может, с вами плохо обращаются, или там, ну что? Один вопрос. Нет. Им нужно было снять. Алексей Навальный сейчас практически единственный, от кого из ИК номер 2 поступают жалобы. Мы как бы все коллективом живем. Какой тип коллективный? Вот, и там убираемся, допустим, согласно графику, да, все. Этот человек, то есть, ну, этого не делает. Это кто? Шуралев. Кто такой Шуралев? Завхоз. Ну, его здесь выдают просто за какого-то сокамерника Навального. Не, он завхоз 5-го пресс-отряда. Но они до корней им преданные люди. Администрации колонии. Да. Он говорил, что там с Навальным сидел, что его все ненавидели, это Навального придурок, в общем, короче говоря. За что? Да потому что, говорит, ходил как гусь, глупый, говорит, как этот. В общем, ну не уважали. А он как-то объяснял, как он угодил в этот особый отряд? Нет, он ничего не говорил. А если и скажет, что наврет, он живет на обмане. Так вроде приятный, хороший парень. То, что он там говорит, Алексей Навальный, по поводу того, что его там ночью тормошат, это все ложь, то есть нету такого. Мария, скажи, как в американской тюрьме, как кормили? Ну, как бы там суп, так, естественно, вот так вот столько всего тебе не дадут, тем более здорового питания, нормального. Ну, вкусно. Для вернувшейся из США Марии Бутиной тур по зонам Владимирской области стал то ли стартом, то ли благословлением свыше перед предвыборной кампанией в Госдуму. Однако и после прыжка в клетку с Навальным с освещением трюка на всех каналах Это лучше, чем гостиница в стиле Касиха Алтайского края. укротительница Бутина полгода спустя так и не набрала нужного числа голосов. Но депутатский мандат ей отдали старшие единороссы. Все сложилось в итоге и у офицеров Покровской колонии. Товарищ полковник, товарищ офицеры, разрешите представиться с присвоением очередного звания. Так в ней уже после приезда Навального отмечали присвоение новых званий. А все ли хорошо и у вчерашнего завхоза Шуралева, представавшего в роли обычного зэка? Оправдав возложенное доверие, в октябре он вышел на волю. А его нет, он как бы заслали. 6-го пропал, и все, ушел 6-го, его до сих пор нет. Ему объявили в полицию просто. А как вы объясняете, почему он пропал? Опять, наверное, по второй связи подружкам пришел. Он не будет работать. То есть вы думаете, что он опять окажется в местах не столь отдаленных?
Одна из главных целей нашей службы – это не наказывать лиц, которые содержатся в наших учреждениях, а их воспитывать, направлять на путь исправления. В моем портфолио плохого парня на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие. Встал с кровати на 10 минут раньше команды «Подъем». Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда «пойдемте лучше попьем кофе». Отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской. На встрече с адвокатами был в футболке. Выговоры мне выносит дисциплинарная комиссия из 7 человек. И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Навальный за эти месяцы сумел собрать несколько десятков, по-моему, взысканий, выговоров. Почему он при этом из колонии не переведен в тюрьму? Вопрос интересный. По закону, на самом деле, да, они имеют право его изолировать. Сначала поместить в штрафной изолятор, потом в помещение камерного типа и со временем изменить ему условия содержания. Ну, все-таки, наверное, они считают, что лучше создавать ему вот такие тяжелые психологические условия, когда он будет находиться в коллективе, но при этом будет испытывать такое психологическое давление. То есть даже условный Владимирский Централ окажется лучше, чем вот эта колония в Покрове? Может быть и да. Когда меня вывозили из АК-2 на пересмотр приговора, для меня это был отдых. Я это воспринимал как некоторый курорт, когда я находился в одиночной камере и уехал из колонии. Такой заключенный, как Навальный, а он, конечно, заключенный номер 1, я думаю, что его в любую секунду отправят в ШИЗО, в ЕПКТ, единое помещение камерного типа, во Владимирский Централ и куда угодно, но не решением начальника колонии. Взыскание у него 40 или 400 тоже, в общем, ни холодно, ни жарко, пока не будет какое-то принято решение. Оно будет приниматься в Кремле. Весной разболевшийся Навальный, к нему сюда не допускали гражданских врачей, как помните, в знак протеста объявил голодовку. А он действительно голодал? Конечно. Он воду пил чуть-чуть и уже штормит его. И, как помните, в самой колонии, об этом рассказывал и сам Навальный, к решению проблемы руками все тех же дневальных активистов подошли креативно. С 6 утра, там, с 7 утра они принесли завхозы с магазина или откуда, полмешка этих колбасы, там, это, поставили сковородки, жарят. И чтобы был запах, чтобы его сбить с этого. Провокации делали такие. Но что было дальше, когда и это не помогло остановить голодовку? По утверждению Наримана Османова, от кулинарных искушений начальство перешло к ухищрениям пострашнее. Потом привели одного Ющенко. Рядом с ним положили. Он лежит, его койка. И потом один ажиотаж появился, что случилось, этого Ющенко забрали в санчасть. И специально такую эту сделали постанову, как будто у него открытая форма туберкулеза. Уже 3-й человек из моего отряда за последнее время госпитализирован с туберкулезом. Но есть и светлая сторона. Говорят же, клин клином вышибают. Если у меня тубик, то, может, он прогонит боль в спине и онемение ног. Голодовку я продолжаю, конечно. И они же все исполнители, блин. Всем дали тряпки с ОДС, блин. Протрите все шконки, все это, блин. Ну, чтобы не заразиться. Чтобы его напугать, что нужно есть. И это тоже. Алексей говорит, надо протереть там это. Потом в умывальник зашли, когда. Я момент зашел. Я говорю, ты помнишь, как мы с тобой договаривались? Он говорит, да, помню. Я как вы с ним договаривались? Все помню. Я говорю, если когда тебе что-нибудь нужно спросить, ты спроси, если я скажу «да», значит, это «нет». Если «нет» скажу, то восприми как «да». Он мне говорит, Нариман, видишь, говорит, нам открытую форму туберкулеза, говорит, сейчас это. И, человек не видел такие подлости, такие гадости. Тем более уже 15-й день или 13-й день голодает человек слабый, блин. И тут еще туберкулезник. Да, и он меня спрашивает, я ему говорю, да, Алексей, очень сильная форма туберкулеза. И потом потихоньку он даже в себя пришел. Он понял, что, блин, это опять игра. Если б не его голодовка, лечить позвоночник Навальному пришлось бы в лучшем случае у тюремных врачей в больнице ФСИНа при колонии номер 3 во Владимире. Мы сделали все для того, чтобы господина Навального вывести, обследовать. Но он считает, что хочет своего врача. Теперь заглянем внутрь той самой больницы, благодаря редким кадрам. Это 2018-й.
Заключенного Гора Авакимяна сюда привезли уже избитым до полусмерти. Так что с ним случилось? Он упал. В последние минуты жизни, вместо того, чтобы его спасать, Авакимяна тащат делать рентген. Вдохни, не дыши! Вдох, не дышать! Так, в документах смерть спишут на пневмонию, а родным выдадут труп в гематомах. За пациента Навального, впрочем, в итоге все же взялись гражданские медики. Хоть отчасти и в стенах все той же тюремной больницы. Менее популярным зэкам она известна как место не для лечения, а для расправы над неугодными и неудобными. Теми, к примеру, кого в Покрове навещают адвокаты. То есть просто бить таких чревато. Если ты начинаешь, там, администрация тебе не может ничего карательно сделать, то есть на тебя руку поднять, если не может, но тебя вывозят на тройку. Это заведение по типу ровно такое же, как знаменитая Саратовская больница. То есть туда могут отправить и с затемнением легкого, которого нет, не существует, и с любой целью устрашения, получения показаний и так далее, и так далее, и так далее. Нам не давали присаживаться в течение дня за то, что мы громко поговорим, за то, что кто-то кашу не доел. Человек, который попал туда с психологическим расстройством, целый день думает, когда он присядет. И это люди, которые находятся под таблетками. То есть мы стоим друг перед другом. Вот целый день. И порядка нескольких дней вот ты стоишь, друг на друга смотришь. В этом во всем участвуют медики, потому что без медика, без его разрешения, согласия или, наоборот, через его наставление человека нельзя туда отправить. Медики в тюрьме не медики, это люди в погонах. Приказ отдает не Гиппократ, а твой непосредственно начальник, который начальник колонии. Я знаю людей, которые приезжают в ВК-3, ложат на спину, завязывают также руки, ноги, прижимают голову ногой к плитке. Это все происходит в умывальнике. Одевается перчатка резиновая, намазывается красным перцем и засовывает 3 пальца с красным перцем в жопу, намазывается. Не знаю, что у них там в голове. Наши врачи, они, наверное, когда-то имеющие вот эту практику активную, они тоже бывают не хуже тех, которые оперируют в современных центрах. Врачи с погонами? Врачи с погонами. Но есть и гражданский персонал, есть и погоны. Сами же сотрудники, они не лечатся где-то в других местах, а лечатся в этих же учреждениях. Из госзакупок ФСИНа, во всяком случае во Владимирской области, вытекает обратное. Лечатся сами сотрудники службы исполнения наказаний не просто в гражданских больницах, но еще и в платном порядке. С областными медучреждениями заключались, вот документы, миллионные контракты. Куда любопытнее, впрочем, та часть бухгалтерии, что, похоже, все последние годы в Покрове оставалась под покровом официальных бумаг. Есть люди, там, может, 159-й, 4-й, у которых есть деньги, которые проплатили, которые там, может, на приемке там избили, а потом в последующем уже он сходил в оперчасть, пообщался, и все избиения прекратились. То есть он скажет, что я буду переводить денежку там, и все. На этом все как бы прекращается. Расскажите, как это работает? Звонки домой, перевод денежных средств, но через третьих лиц на счета оперативников, через завхозов. Как вы можете это подтвердить? Что это не случай? Ко мне были обращения, что если хочешь поощрение, которое я уже заслужил, которые приводят к условно-досрочному освобождению? Да. Хочешь это поощрение, нужно купить пиломатериалы для колонии. Для этого нужно перевести денежные средства на карточку. Я озвучил сумму, которую могу, 10-15 тысяч. Их это не устроило. В соответствии я не получил это поощрение. Все остальные получили. Дело в том, что тюремная экономика устроена таким образом, что по-другому, без взяток и поборов, она не работает. Вот нужно отремонтировать барак, потому что что-то крыша и так далее, и так далее. Тут же кидается клич по заключенным, и родственники заключенных, те, кто могут, все обеспечивают, покупают стройматериалы, и сколько кто перечисляет, никому неизвестно. И как-то все забывают, что барак – это казенное место, и на этот ремонт
давным-давно выделены деньги. Они просто не могут по-другому, они не знают, как по-другому. То есть это как по-другому, то есть это надо как-то вот эти вот деньги там куда-то, чего-то, а как их обналичить там, а как, потому что речь же идет о рынке стройматериалов, да, а как ты туда отправишь деньги, если она не твоя строительная компания? Сколько было у нас индивидуальных бесед с осужденными, вот никто ни разу об этом не замолвился, что вот есть такие моменты. Просто ощущение возникает, как будто мы с вами общались с заключенными разных колоний. Ну, так получается, что, вы понимаете, мы когда общаемся, я не знаю, может, они боятся нам что-то рассказывать. Навальный описывает такой унылый, довольно мрачный распорядок дня. А он пытался трудоустроиться? Нет. Ну, а зачем ему? Ну, там же есть промышленная зона. Ну, а что там делать на этой промышленной зоне? Рабом быть, что ли? За бесплатно, за спасибо люди работают. Не получают деньги? Нет, конечно. Идем на промзону. Проходим КПП. А это промзона у нас такая. Заходить мы сюда не будем, мы обойдем. Там есть люди, допустим, штаты есть. Есть люди, которые оформлены. Большинство из них козлов. А вместо них работают люди, они месяц можете за 30 рублей в день работать по русскими деньгами. Месяц ты пашешь, там тебе дают блок вот этих сигарет. Фальшивые же есть вот эти сигареты, белорусские, которые без акциза, без ничего. Как они туда заходят, в этот лагерь? Сосательные вот эти конфеты, там парочку одноразовых кофе. Вот твоя зарплата. Я числился там на должности. И ими было сказано, что я стоял на ставке и получал зарплату. Я ничего не получал там. Как вы были трудоустроены на эту должность? С кем вы были вообще? Вы знали? Я это только узнал на воле. Я поехал в центр занятости и там узнал, что я получал заработную плату. Когда поинтересовался у нее, где я получал. Да, когда я обратился в УФСИН и в прокуратуру по Владимирской области, они это подтвердили. О каких деньгах в вашем случае шла речь, которых вы не получили? Маленькая сумма. 6 тысяч в месяц, 3 месяца, 18 тысяч. 18 тысяч, ну вот посчитайте, 18 тысяч на 600 человек. Понимаете, ни один сейчас осужденный, выходя из колонии, не может получить на руки секретнейший документ, секретнейший, квиточки вот о своей зарплате. Собственно, все доказать невозможно. Может выйти человек и говорит: ребят, оказывается, я был трудоустроен, оказывается, я получал не 700 рублей на руки в месяц, а 70 тысяч, например. Да, просто они делились на 10 человек других. Мы, разумеется, отправили запрос со всеми услышанными от освободившихся недавно зэков историями в областное управление ФСИН, но вот по прошествии недели до сих пор не получили никаких ответов. Быть может, мы услышим их прямо здесь, у стен Покровской колонии от сотрудников. А вот, кстати говоря, один из них — Айдар Айратович. Айдар Айратович, здравствуйте. На режимной территории съемка, видеосъемка запрещена. По совпадению нас встречает оперативник, помнит которого многие освободившиеся. У Айдара Садыкова за этим забором характерное прозвище. Ангел смерти. Называют таким ангелом смерти другие заключенные, с которыми мы общались. Он с дневальным завхозом завел одного человека в КВР-ку, после чего нас выгнали всех на улицу, после чего человек вышел синий. Выйдите, пожалуйста. И они рассказывают о пытках и избиениях, которые продолжают здесь происходить даже с прибытием Навального. Вы меня можете отойти? Конечно. А вы можете как-то подтвердить, опровергнуть это? Не могу. У нас есть пресс-служба. Вопросы задавайте им. Хотим понять, правда это или нет, что вот, например, под Навального здесь отдельный, в полной изоляции, огражденный от других второй отряд создали. Это правда? Нет, конечно. А правда, что продолжаются пытки, избиения, вот 8-й отряд, пресс-хата? Никогда такого не было? А правда, что под него отдельный отряд здесь создали? Ничем помочь изолирован? не могу, понимаете? Не знаю, я не в курсе. Ну вы же работаете здесь. Я не работаю. А куда вы идете? Про вас говорят, что вы лютуете, нарушаете закон, а вы молчите. Получается, что да. А может быть, вы скажете, что это... Может быть, я вам сказал, что существует пресс-служба? Но вы же не пресс-служба, вы человек, которого обвиняют отсидевшие здесь заключенные в нарушении закона. Вот лично вы. Если кто-то кого-то обвиняет, да, он легко может обратиться в правоохранительный орган, и правоохранительные органы будут разговаривать. Но никак не журналист, согласитесь со мной?
За эти дни у нас возник целый список всех тех, кто, по свидетельствам бывших заключенных, годами обслуживал и отлаживал эту систему. Но в нем нет никого, кто в итоге оказался бы на скамье подсудимых. Напротив, учреждение в Покрове для многих офицеров стало удачным карьерным трамплином. Одних, как, например, бывшего начальника колонии Александра Зотова. Это при нем, как рассказывают бывшие зэки, садизм здесь достигал пика. В итоге переводили в областной центр, руководить легендарным Владимирским Централом. Другие получали должности в областном управлении Федеральной службы исполнения наказаний. В свою очередь, уже его ветераны снова оказываются здесь, в Покрове, входя в наблюдательные советы, в общественные комиссии, что и приезжают сюда защищать права заключенных. Навальный, говоря о вашей деятельности, утверждает, ОНК по Владимирской области – сборище жуликов и лжецов, которые обслуживают администрацию концлагерей, ухудшая положение заключенных. Вот я скажу, как есть. Правда, абсолютная правда. Значит, у меня было 2 встречи с Навальным. Я не понимаю, в чем он обвиняет и называет там лживыми, там ОНК. Я спросил, жалобы есть? Он сказал, нет, все нормально, все хорошо. Честно говоря, я вот не понимаю его, в чем, что мы не так сделали, что там так плохо. Тюремная система России – хаос такой же, как и все государственное управление. Здесь беспрестанно что-то меняется. Моя жизнь – это американские горки, где вчера я враг, и мне выносят 28 выговоров в месяц, затем оставляют в покое, а потом я снова враг. Это даже не похоже на усилия каких-то злодеев. Просто естественная жизнь Левиафана. Как вы думаете, кому легче, кому труднее? Вот Навальному в его этом специально созданном отряде или обычным заключенным? Нет заключенного, наверное, которому легко, если он там не цапок и повяз, не сидит в особых условиях. Тяжело и министру Улюкаеву, библиотекарю, тяжело библиотекарю Никиты Белых, и тяжело любому человеку на этой зоне. Судя по тому, что мы получаем от Навального, я думаю, что легче ему, потому что он умный и сильный. Умным и сильным вообще легче. Как вы думаете, почему вообще вот в 2021 году такая система пыток, издевательств жизнеспособна, возможно? У них есть добро, как говорят. Без добра ничего не делается. Есть добро на эти действия. Почему о том садизме, который творился вокруг тебя и других заключенных, тебе пришлось сообщать, я так понимаю, в администрацию президента? Ты прям Путину писал? Да. Ну а кому еще? Я за него голосовал, кому еще писать? Как ты думаешь, он просто не в курсе того, что происходит там? Пока еще, видно, не в курсе. А так бы он все исправил, если бы знал. Надеюсь. Что вы собираетесь делать дальше? Я собираюсь уехать в другую страну. В Россию вы больше не въездной? Я не въездной, и я не хочу больше Россию. Я хотя бы перед собой буду честь, что я то, что видел своими глазами, был очевидцем чего, я это могу донести. Для меня это результат.